Сделал я кормушку когда-то для белок. У меня она там висит на дереве. Так вот, когда корм насыпал, раньше никто не беспокоил, только белки были. А сейчас повадились эти, все птички лезть туда, после того, как начал сыпать чищенные орехи грецкие. Значит, прилетают синицы и прилетают сойки. Вот этот, если раньше кормушку насыпал, там белки только и надолго хватало, то сейчас достаточно высыпать пакет, его уже к обеду нету. То есть они разметают все. Поэтому я решил сделать кормушку такую быструю. Значит, чтобы для мелких птиц, там, в принципе, для синиц. Значит, буду. Такая у меня банка большая есть. У кого нету, вы можете 5-литровую взять или 6-литровую. Там какие продаются пластмассовые из-под воды. Ну и обычную бутылку. Единственное, что у меня бутылку хотел поуже, но нашлась такая в данный момент. Теперь буду отрезать бутылку вот так на ширину вот этого. То есть она будет проходить сквозь нее. В общем, берем, вырезаем. Вот, вырезал такую. Теперь отступаем снизу немного, где будет корм. И вот так вот ставим и обводим круг, который будем вырезать. И с другой стороны так же само, с противоположной. То есть они у меня здесь с изгибом идет. Ну, у кого лучше ровную, конечно. У меня ровная просто не было. Сейчас что под рукой попалось. В общем, делаем так, чтобы она вот так вот примерно стала внутри. Расширил. Теперь вставляем еще раз. Смотрим. Ну вот, все стало на свои места. Вот так оно выглядит. Труба, короче. Теперь вот. Теперь, когда будет засыпаться корм, чтобы они доставали вот в этой же бутылке, которая внутри, нужно сделать посередине здесь небольшой проем, чтобы они доставали до еды. Вот. Теперь вот здесь вот берем просто и вырезаем. Ну, примерно. Такое отверстие. Вот. В общем, вырезаем это. Вот так выглядит. Вот снутри отверстие. То есть вы когда засыпете сверху корм, он будет вот так вот обсыпаться вокруг и все время будет снизу находиться. То есть даже если вы полную наберете, он будет постепенно уходить. Теперь здесь сверху крючочек какой-нибудь прикручиваем. Снизу сделаем пару небольших дырочек, чтобы если вода туда вдруг попадает, когда дождь, чтобы не застаивалась там вода. Вот сделал 4 отверстия. Если вода будет попадать, она будет вытекать. То есть она там не будет все время находиться. Сюда, конечно, желательно что-нибудь положить. Может, камешков каких-нибудь, чтобы у меня вес был. Чтобы она на ветру сильно не болталась. В общем, сейчас сделаю сюда. Начал засыпать орехи, потом посмотрел, вроде как крупноватые. Как они клевать будут? В общем, я их чуть-чуть через миксер крутанул. Вот так вот выглядит. Вот оно в отверстие, корм есть, будут залазить и клевать. Сейчас вот еще принес семечек, не знаю, будут они есть семечки, не будут. То есть насыплю. Дальше видно будет. Можете камни там и не нужны, не знаю. Ну пока полная, естественно, ее болтать не будет. Когда будет уменьшаться, то тогда на ветру ее, наверное, будет уже качать хорошо. Ну вот, тут вывесил ее, вот так вот она смотрится. Вон еда.
Вот так вот. Кому было интересно, подписывайтесь, смотрите видео. Будем еще что-нибудь выставлять интересное. Всем удачи!